Всем привет! Вы на канале Основа ремонта, и сегодня мы будем клеить вот такой полиуретановый плинтус. Я расскажу вам, на какой клей его лучше всего клеить, для чего я использую вот такую автомобильную шпаклевку для бамперов и некоторые нюансы по приклеиванию именно полиуретанового плинтуса под натяжной потолок. Начать нужно с того, чтобы обеспылить и обезжирить наш плинтус. Для этого можно использовать обезжириватель. Обезжиривателя у меня нету, я буду использовать Вайспирин. Просто каждый плинтус мы берем и протираем. Сразу хочу пояснить, это плинтуса бюджетные с этих огромных гипермаркетов, супермаркетов, Бауцентра, Леруа Мерлен. Они очень кривые, из-за этого создаются определенные трудности. Кривизна заключается в чем? Если мы даже состыкуем два целеньких плинтуса, можем их один к одному поставить, и вот эти волны, вот эта вот волна наша не будет совпадать. То есть они могут не совпадать по высоте, по ширине. Вот такой бюджетный вариант. Ну, из этого всего можно будет выйти. Смотрите видео до конца, я вам все покажу. Соединять плинтус можно двумя способами. Либо это прямое соединение, либо же это соединение под 45 градусов. То есть мы режем один плинтус под 45 и второй. И вот таким способом мы соединяем. Наверняка многие из вас знают, что полиуретановый плинтус гораздо сложнее клеить, чем обычный пенопласт. Во-первых, он тяжелее, время корректировки, то есть наклеивание увеличивается. Плюс, если нет у вас специального инструмента, хотя бы торцовочной пилы, то вручную резать его тоже сложнее. И третье, он очень капризный, очень восприимчивый к перепадам температур. Обязательно очень хорошо нужно склеивать все соединения, потому что в будущем, если мы зашпаклюем, закрасим, потом это все может разорвать, и у вас все стыки, все ваши соединения будут видны. Желательно начинать клеить всегда с какого-нибудь внутреннего угла. С угла начали, дальше пошли. Можно даже с одного угла, со второго угла начать и посередине сделать вставку. Как видите, у меня здесь ниша под шторы, четко здесь расстояние под высоту нашего плинтуса. Дам вам маленький совет. Вот эту разметку, где должен быть потолок, делайте лучше сами. Не надо доверять это монтажникам, то есть вы придите, сделайте разметку для себя. Монтажники придут, ровно по этой отметке вам сделают потолок. Так будет спокойнее и надежнее. Клей я наношу не точечно, не змейкой, просто сплошной полосой нанес, этого достаточно. В инструкции по нанесению этого клея сказано, что нужно нанести клей, якобы подождать, по-моему, 3-5 минут, приклеить к стене, оторвать, подождать еще там 3-5 минут и уже плотно его прижать и приклеить. Лучше так не делайте, не клейте никогда по инструкции. Поверьте, это уже пройденный этап. То есть если мы нанесем клей, сейчас приклеим к стене и оторвем, у вас просто потянутся вот такие сопли, которые потом вот так вот упадут к вам на стену. Поэтому лучше всего нанести клей, подождать минут 5, может 7-8, он чуть-чуть подсхватится, и его уже приклеить. При приклеивании самое главное сразу попасть точно туда, куда вам надо. То есть ни на потолок не приклеить, ни ниже на стену, чтобы это все не испачкать клеем. Поэтому здесь самое главное не скорость, здесь самое главное это аккуратность. Плинтус будет чуть-чуть сползать, это естественно. Здесь не переживайте, он не упадет полностью. Он сползет на миллиметр, на 2. Подождите там 5-10 минут, потом подправите, подкорректируйте, он уже схватится и будет на своем месте стоять. Еще один момент, почаще мойте руки. Бывает такое, что где-то потолок можно заляпать, но в общем руки должны быть чистые. Как я смонтировал вот этот вот подшторник, нишу под шторы из гипсокартона. Видео есть на канале, можете посмотреть, ссылка сейчас появится вверху экрана. Когда мы запиливаем наружный угол, мы всегда начинаем с внутреннего угла. Первым делом мы запиливаем внутренний угол. То есть мы запилили внутренний угол, поставили, ну у меня уже здесь этот элемент отрезанный, ну допустим плинтус длиннее. Ставим отметку по нижней кромке плинтуса, и когда будем резать, мы будем ориентироваться именно по нижней точке. Рулеткой я практически никогда не пользуюсь, я всегда подгоняю плинтус вот по факту, как он становится. И вот здесь нижний бортик, и ставим здесь отметку четко по наружнему углу. Где угол заканчивается, там мы ставим отметочку нашу. Вот про что я вам говорил. Вот наша отметка, и у нас попадает линия ровно сюда, рез наш. Неудобно держать на весу, но я думаю, вам понятно. Вот наружный угол.
таким вот сложным углам. Сложность заключается в чем? У нас в основном углы везде 45 градусов. То есть внутренний, наружный. Выставили 45, отрезали внутренние, состыковали, отрезали наружный. Здесь у нас неизвестно какой угол. Можно, конечно, методом тыка все это подгонять потихонечку, но можно сделать все гораздо проще. Угломером меряем угол конкретный, делим его пополам, выставляем этот размер, этот градус на нашей торцовке, и все, в принципе, проблем нет. Забыл я сказать про клей. Клей, то есть жидкие гвозди. Много разных видов клея я перепробовал. Вот больше всего мне понравился 96-й. Кстати, если кто-то работал другим клеем, еще лучше, чем 96-й, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я на данный момент лучше 96-го пока для себя не нашел. Вот для примера я вам скажу. Вот 99-й клей, он вроде бы как по характеристикам мощнее, прочнее, чем 96-й. Но есть один нюанс. Он заключается в том, что когда мы наклеиваем плинтус на 99-й, он очень сильно плывет, он просто сползает. Это вот один из важных факторов клея для приклеивания именно полиуретанового плинтуса, чтобы он моментально схватывался, чтобы он не давал плинтусу нашему плыть. 99-й ты приклеиваешь и стоишь еще 15 минут и удержишь. Или приклеиваешь там чем-то, скотчем к потолку, к стенам, ну в общем это не пойдет. Пока я снимал видео про наклеивание плинтуса, я понял, что это видео может затянуться на полчаса, поэтому я решил его поделить на 3 части. Сегодня мы поговорили, какой клей использовать, как клеить, чтобы не запачкать потолок, стены. В следующем видео я покажу, для чего я использую журнал лентовский. Ну, шутка, можно любой журнал использовать. И автомобильную шпаклевку для бамперов. Чтобы не пропустить следующее видео, кто не подписан на канал, жмем на колокольчик, вам придет уведомление. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.